Гамарджоба, дороженьки, с вами Ян Калка. Сегодня на обзоре грузинский коньяк Асканели 8 лет. Куплен в Аматисте, кстати, вместе с прошлым коньяком французским за каких-то там 10-11 долларов, 35-36 рублей, что-то такое, 0,5 объем. Произведен 05.06.24. Произведен для Беларуси, как раз таки Беларусь Торг уполномочен на принятие претензий на территории Республики Беларусь. Изготовитель братья Асканелли, шоссе Кахетинское, город Тбилиси. После вскрытия хранить в закрытой бутылке не более 30 суток. Это очень странно. Хранила его, конечно же, больше 30 суток. То есть он открыт в феврале, когда и куплен. Сейчас уже май на дворе, поэтому, ну и вообще странное заявление, что 30 дней после вскрытия он должен быть выпит. Очень странное. Упаковка довольно сдержанная, интересная, пробочка такая базовая, пластик, крошка. Нальем чуть-чуть. Я к нему делал еще несколько подходов после первого вскрытия, подхода 4, наверное. Пытались мы его с другом пить с колой, не зашел. В общем, такой себе напиток. Сейчас попробуем нос. В составе, кстати, у нас... Нет, спиртозность никуда не ушла. Спиртозный, как он был, так и он остался. В составе дистилляты коньячные, выдержанные среднего возраста не менее 8 лет, вода исправленная, краситель сахарный колер 1 простой. Что еще можно сказать? На бутылке 1880 год. За год до Сараджишвили, якобы его создали. На самом деле это ерунда. Да и братья это не Асканели, а Чхаидзе, по-моему. То есть выкупили они, создали этот бренд в 98-м, по-моему, году. Вообще они тусят в России, в Питере. И это вот такой себе. Асканели продается в основном в России. Продавался, сейчас он пытается выходить на мировой рынок. Но так, смотрим внешний вид. Крашеный, стандартный. Ножки пошли потихонечку. Ножки медленно. Корона формируется. Медленно. Ну вот пошли, да? Не знаю, видите вы или нет. Темно-янтарный цвет. Без особого блеска. Ну, блеск есть, потому что здесь освещение такое. Все, что не нальешь, даст блеск. Тоненькие ножки. В целом средний по больнице. И цвет, и ножки. В носу он сильно спиртуозный. Кстати, изготовлен, здесь не написано, я читал, из 3 видов винограда. Это Аркцтели, Мцвани и Цалаури. Ну, основа Аркцтели, оно здесь, кстати, слышно. Остаточного сахара 8. Очень обжигающий, жжет. Ему не пошло на пользу, не пошло из носа, ушел спирт, по вкусу не ушел. Чуть, жжет. Первое, жжет и жжет. На послевкусие неприятное, спиртовой такой выхлоп. Такой прям водочный, как будто здесь не только дистиллят, а как будто еще ректификат. Такой кислой, плохой водки. Чуть-чуть бочки здесь ощущается, терпкость есть, послевкусие очень короткое. Очень простой коньяк, очень простой. Да, жжет небо, вот сейчас я пригубил, и небо просто жесть. Что еще можно про него сказать? Они делают неплохие вина. У них нашлепана куча брендов, по-моему, 9 или 10 вместе со Асканели. Там Енусели, Арвели, Дариджани, Дора. Я думаю, что-то вы из этого пили. Саперави их
Я пил вина неплохие, кстати. Ну, не под брендом Эсканделя. В общем, смотрел я их сайт. Основной упор у них все-таки на вина. Вина они умеют делать. Это бесспорно. Есть у них и много наград. В отличие от коньяка, коньячных наград я не видел. Видел награды, в том числе уважаемые мировые, именно по винам и именно по чачам. А вот по коньякам, по бренди, они, кстати, представлены уже в Америке, есть американский сайт, но там, кстати, XO и Very Old, то есть 20-летка. В России, на российском сайте нету, в России, насколько я понимаю, тоже не продается, а на американский рынок братья Чхаидзе решили все-таки выставить 20-ку. Для своих, условно скажем, 20-ки нету. На американском сайте там 10-ка и 20-ка. Их XO-шка и Very XO. Very Old. VO. 20-ка. Ну, такой. Еще раз. Вот из носа ушла спиритуозность, и нос заиграл лучше. То есть для носа он подышал, ему стало полегче. Вот что-то может пробиваться чуть-чуть. Чуть-чуть изюмки, чуть-чуть много ванили, много прям ванили. Прям ванилью забивает все остальные ароматы, очень сладкий аромат от него. А до этого был очень... Вот сейчас, я не знаю, это как будто не натуральная ваниль из-за вот этого вот бокала. Спирт ушел, спирта нету. Ну, по вкусу жестко. Жестко. Ничего хорошего нету. Есть немножко дуба, но мокрого дуба. Она же плинтусовка. Чуть-чуть мылит, лаковость такая есть. То есть мне кажется, что головы отобраны не совсем правильно. В целом короткое послевкусие с кислинкой и вот такой ректификационной кислинкой, я бы сказал. Горчинка есть, но сейчас он как-то изменился. Вот он подышал, изменился, но изменился в какую сторону? Это куча ванили. По вкусу это не сказать, что сладко. Это очень спиртозно по вкусу, просто. Не знаю, рекомендовать я это не буду. Повторюсь, при открытии он даже не зашел с колой. Вот эта ректификационная штука, не знаю, может я ошибаюсь, но она здесь есть и была. И вот когда с колой мешаешь ректификат, он не дает эти виски с колой, да, мы понимаем виски, а водку с колой смешайте, вот такой есть привкус водки. Вот он был, когда мешал я его с колой, неприятно было пить. Ну, вообще рекомендовать его я не могу, хотя почему я его взял? Потому что, давно грузинских коньяков не было, да и их немного. И, во-вторых, куча инфо-цыган из алкогольного мира, из России начали его рекомендовать и ставить в один ряд с Раджишвили, хотя это абсолютно... Ну, да, с Раджишвили, тот, который присылали нам, тоже дрянь. Это очередная дрянь, не рекомендую. Ни за какие деньги. Блин, сейчас аромат просто вот из этого бокала, просто ваниль, такая жуткая, неестественная ваниль. Не может бочка дать столько ванили. Прям булочку нюхаешь. Булочку нюхаешь, а когда глотаешь, это спирт. Спирт все забивает, кислинка, какая-то горчинка чуть-чуть, а потом снова в кислинку уходит. Да, слабый очень коньяк, не рекомендую. Обходите данный бренди стороной. Всем пока, не подписывайтесь на канал, лайки ставьте, комментарии также приветствуются. С вами был Ян Каалка, до новых обзоров, ББ.